Всем привет! Buds 6 Lite от Redmi. Красивый как Apple и дешевый как подделка. Об этой модели я даже не слышал. А когда прочитал, что там есть шумодав активный, и это всего лишь за 19 евро, быстро на кассу, домой распечатывать, но не мог не поделиться, и вот решил заснять обзор. Так как толком обзоров-то нету, хотя нет, есть. Один рекламный и второй не лучше. Коробочка нарядная, с голограммой. Тут даже что-то стирать можно. Серийник присутствует. Видать, все-таки настоящие. И на боку вот все ништяки перечислены. Тут и до 40, заметьте, не 40, а до 40 дБ шумодав. И динамик 12,4 мм с титановой диафрагмой. И два микрофона АИ, что бы это ни значило. Обещают душить ветер до 6 по Бофорту. И 38 часов общее время работы. И эквалайзер. В общем, слюна накопилась. Дальше терпеть не могу. Сейчас начнем распечатывать. Специальный инструмент. У нас есть сам кейс с наушниками. Инструкция. Брошюры есть. Кейс есть. А где кабель? Пустого пространства треть коробки. Но кабеля я, к сожалению, не нашел. Понабрались всякого у Apple и теперь уже и сюда не ложат. Так, давайте рассмотрим. Это у нас дешевый чехол или просто упаковочная пленка? Наверное, все-таки пленка. Хотя... сделали их глянцевыми. Вот у меня есть 4-я версия для сравнения. Там был мат и можно было не пихать в чехол. А тут зацарапается. Наушники довольно-таки большого размера. Теперь нужно их немножечко послушать. Пройдет буквально секунда и мы продолжим обзор. Как-то начал я не очень рассказывать про эти наушники, а оказалось все немножечко по-другому. Итак, во-первых, наушники были заряжены. Просто контакты на наушниках были заклеены, для того, чтобы эти наушники, естественно, в дороге не разряжались. При открытии наушников все срабатывает, все красиво подключается, стандартная гугловская форма. Вот таким образом это все дело выглядит. Привязываются к вашему аккаунту и все. Далее отлично держатся. По размерам, как вы видите, они довольно крупные. И я думаю, вы заметили, они в чехле. Давайте сразу их взвесим в чехле, потому что пользоваться вы будете, скорее всего, в чехле, если будете пользоваться. Общий вес 70 грамм, хотя у меня в характеристиках заявлено 47. Наушник должен весить 4,2 грамма. 49 грамм. Неужели чехол такой тяжелый? Никогда не задумывался. Да, чехол весит 22 грамма. Размеры нам обещают 57 на 55. Давайте проверим. 55 на 57. То есть в ширину они больше. И толщина 27 мм. Очень большой. По крайней мере, самый большой из последних наушников, которые мне попадали в руки. И если будете носить в джинсах, то будет немножко выпирать. Выпирать должен, да. Ну, возможно, для кого-то это плюс. Качество сборки кейса вообще без нареканий. Все подогнано ровненько. Открывается с интересным щелчком. И немножко еще поскрипывает. Ну, практически зажигалка зипа. Внизу у нас находится утопленная клавиша, а на рендере она выглядит вот так. Порт Type-C. Ну, в общем-то и все. Сзади надпись Redmi и больше никаких плохих надписей нету. Внутри много мелких надписей. Видно защита от подделки, как у тех же яблок. Встроенный аккумулятор 480 мА. В каждом наушнике встроен по 45 мА. Раза 3 мы от этого кейса зарядить их сможем. Быстрой зарядки нет, но частично это компенсируется тем, что за 10 минут вы можете зарядить наушники, и они будут работать до 2 часов. Скорее всего, это реализовано путем набирания емкости кейсом, а кейс уже отдает емкость наушников, и уже после заряда наушники будут работать у вас 2 часа. В общем-то неплохо. 10 минут, 2 часа работы, я думаю, отлично. Наушники напоминают сами знаете кого. И по форме они очень похожи, немножко больше по размеру, но в ухе сидят отлично. Первый день вообще не чувствуется, второй день есть ощущение, что они есть у вас в ушах, а далее ухо привыкает и, в общем-то, сидят надежно, хорошо. У меня со средними амбушюрами вообще отлично все село. Пластик у самих наушников хороший, глянцевый, но при этом сильно следов не собирает. Та поверхность, которая идет сенсорная, она идет матовая, ее легко нащупать пальцем, срабатывает очень неплохо, особенно вот в этой точке. Микрофоны я уже показывал, расположены довольно удачно внизу, и скорее всего это еще помогает защититься от ветра, потому что только при некоторых вариантах бокового ветра я слышу хоть какой-то шум от него, а зачастую бывает в наушниках, если идете по ветру, то очень даже это все ощущается. Ну наконец-то подул нормальный ветерок.
Видите, немножко волосы у меня двигаются. И я включил режим прозрачности. И давайте послушаем, как это все слышно. Вживую я вообще не слышу шума ветра. Здесь очень удачно расположены микрофоны. Можно настроить однократное, двукратное, трехкратное срабатывание, но у меня стоит только двухкратное, трехкратное и долгое нажатие, которое, к сожалению, нельзя отключить, оно всегда переключает режимы шумоподавления. Я бы, конечно, добавил функцию отключения. Управляется это все программой Xiaomi AirBuds, которую почему-то критикуют, хотя я в ней плохого ничего не нашел. Хорошего мало, но и плохого там нету. Давайте посмотрим. Вот таким образом выглядит значок программы. Запускаем. Запускается просто мгновенно. И, как видите, сейчас стоит режим шумопоглынания. Вот так можно выключить, а галочки снять все это, чтобы оно не работало, к сожалению, нет. Но хорошо, хоть можно настроить жесты. Левый, правый динамик, увеличение, уменьшение громкости, 1, 2, 3 срабатывания. В общем, все это настраивается. Настраиваете под себя. И, естественно, на одно нажатие лучше ничего не ставить, потому что оно будет постоянно у вас срабатывать. Также присутствуют звуковые эффекты. Усиление низких, высоких частот, усиление голоса. И можно еще настроить самому эквалайзер. Довольно полезная функция – поиск наушника. Как видите, звук идет по нарастающей, и вначале он совсем тихо пиликает, а потом начинает очень громко пиликать. И если вдруг вы его забудете у себя в ухе, может это ухо немножко испортиться. Также, естественно, есть обновление прошивки. Тут она стоит последняя. Можете удалить, переименовать наушники и, в общем-то, все. Довольно-таки мало функций, но они все работают, программа работает быстро, поэтому вот единственное, на что я могу пожаловаться, это на отсутствие возможности отключить переключение шумоподавления, потому что, когда вы берете вот так наушник, вечно переходите в какой-нибудь другой режим. Наушники одни из лучших по удобству и надежности посадки. Когда звук теряет басы, проверяйте, скорее всего, либо не ту вам брошюру выбрали, либо не так они у вас сидят в ухе. Также я бы не советовал включать шумодав, когда у вас один наушник находится в ухе, а второй находится в кейсе, потому что создается излишнее давление на перепонку и ощущение не очень приятное, особенно если рядом какой-то гул, который один наушник глушит, в противофазе, естественно, а второе ухо этого не получает. Очень интересно глушат звук в супермаркете. Вокруг стоит гул, включаете и идете практически в тишине. А вот каким образом они звучат, давайте послушаем. Немножечко ветра, немножечко меньше ветра. Слушаем. Тестируем звук в гарнитуре Redmi 6 Lite. Сейчас дует легкий ветерок, шумоподавление выключено. Небольшой шум от дороги, небольшой шум пролетает самолет. Шумоподавление выключено. А теперь попробуем его включить. Я включил шумоподавление. Для меня все окружающие звуки, кроме легкого шелеста листьев, пропали. Как слышно вам? Микрофонов здесь два. Один прячется вот здесь, за амбушюрой. Второй, скорее всего, используется нижний, хотя есть подозрение, что может быть и здесь микрофон, либо же это разновидность фазоинвертора. В общем, их два. Расположены они с разных сторон и очень неплохо справляются со своей задачей. В транспорте, на шумной улице, в супермаркете, я считаю, что свои деньги они по шумодаву отрабатывают на отлично. А если вы при этом слушаете музыку, мне кажется, часть частот отсекается. Больше всего влияет на высокие частоты. Но если вы слушаете подкаст или еще что-то в разговорном жанре, вы отсекаете лишние шумы и спокойно себе слушайте, что вам нужно. Вывод. Если слушаете музыку, просто делайте громче, это работает лучше, чем шумодав. Как вы заметили, я приобрел чехол для наушников, а значит я наушниками пользовался, а значит звук в них очень даже приемлемый. Bluetooth используется в версии 5.3. Давайте проверим скорость обработки сигнала. На мой немузыкальный слух около 100-150 миллисекунд получается. И чуть не забыл, самое главное, про звук. Звучание, конечно, не аудиофильское, но на свою цену отрабатывает на 100%. Звук приятный, но верхние частоты немножко искусственные, не хватает воздушности. Басу не хватает напористости или упругости, но в общем, если это все собрать, звучат они приятно. Вы можете эквалайзером это все дело подправить, но изначальные настройки, на мой взгляд, довольно-таки грамотные, учитывая, что здесь, естественно, стоят недорогие динамики, а то будут мне писать в комментариях, что неправильно называю. Немножко не хватает драйва и, так сказать, звонкости для высоких частот. Если честно, я даже не ожидал, но получились приятные наушники. Если вам нужен шумодав,
за смешные деньги, а сейчас их можно приобрести за 15 евро, я брал, кстати, около 20, за эту цену, я думаю, более качественного шумодава вы, к сожалению, не найдете, или к счастью. Как чисто музыкальные, наверное, я бы не брал, но музыку в них слушать можно. Для повседневного использования, и, кстати, можно использовать при беге, но вот здесь вот нужно быть, конечно же, аккуратным, потому что есть вероятность, что выпадут. Возможно, я перестраховываюсь, но обычно при беге я, например, использую вот такие наушники, их потерять вообще нереально. И, кстати, да, обзор на них вы можете посмотреть на канале. Подытожим. Положительные стороны. Хороший шумодав, хороший микрофон, довольно удобная форма и приемлемое качество звука. Очень сбалансированный выбор. Итог: Redmi 6 Buds Lite рекомендую. Если обзор полезен, не забываем